Здравствуйте. Мы продолжаем занятия по психологии продолжаем наш возрастно-психологический блок. На предыдущем занятии у нас с вами шла речь о том, как учебная деятельность понимается различными психологами. В частности, мы с вами разбирали точки зрения отца Василия Зиньковского, представителя русского зарубежья, и отечественного советского психолога Даниила Борисовича Ильконина. Сегодня я хотела бы, чтобы мы с вами как бы вернулись на немного более, так сказать, ранние возрастные периоды развития человека и дали им некоторую такую психологическую характеристику, поскольку, в общем-то, для специалистов, да, для церковных специалистов, для педагогов различных церковных работников действительно очень важно иметь такие достаточно детальные, объемные представления о различных детских возрастах и их особенностях. Я бы хотела начать с дошкольного возраста, хотя мы с вами сейчас будем говорить и о более ранних возрастах, поскольку действительно дошкольный возраст очень важен в развитии человека. И мы с вами будем разбирать некоторые, так сказать, вот линии развития в этом возрасте. И для того, чтобы лучше их понимать, нам надо будет с вами обсудить и некоторые моменты, связанные с более ранними периодами развития. Итак, если говорить о дошкольном возрасте, как он видится, да, психологами, в процессе ознакомления с теми психологическими теориями, о которых у нас шла речь, я имею в виду, прежде всего, конечно, теорию Выгодского, я имею в виду и те представления о развитии, которые мы разбирали на недавних занятиях и которые принадлежали отцу Василию Зиньковскому. В общем-то, речь шла о том, что дошкольный возраст очень важен для становления человеческого жития, да, для вот становления человеческой личности. И в этом, конечно, огромную роль играет вот то, о чем мы сегодня будем говорить. Я имею в виду то, что вот Жан Пиаже, о котором мы тоже уже с вами упоминали, действительно полагает, что в рамках этого периода, где-то там лет с 1,5 до 6-7 лет, действительно происходят очень важные события в развитии мышления человека, в развитии вообще понимания окружающего мира. И в частности, он выделял 3 основные, так сказать, линии развития того, что он называл символическими системами. И здесь имеется в виду то, что, в общем-то, в идеях, так сказать, в представлениях Пиаже, я вот напоминаю то, о чем мы уже говорили, в представлениях Пиаже первый, так сказать, период развития наших познавательных процессов связан с так называемым сенсомоторным периодом, когда ребенок пока еще не научился говорить, а не научился говорить именно потому, что у него пока еще нет так называемых внутренних представлений или, как бы по-научному выражаясь, репрезентаций. То есть он не в состоянии представить себе объект в том случае, если он его не воспринимает непосредственно. Да? То есть внутреннее представление об объекте, оно, так сказать, должно вырабатываться, нарабатываться, по мнению Пиаже, в частности, в течение вот этого первого, самого, так сказать, раннего периода после рождения, который он назвал сенсомоторным, и это, в общем-то, тот период младенчества, о котором мы с вами уже говорили, с рождения до 1,5 года. И в процессе взаимодействия с окружающим миром ребенок вырабатывает некоторые схемы взаимодействия с этим миром, да, которые становятся некоторыми мыслительными структурами. И вот эти мыслительные структуры, они как раз и дают возможность для возникновения, для формирования вот этих внутренних репрезентаций, то есть представление о различных предметах, явлениях, личностях, да, так сказать, вот в тех представлениях, которые имеют место в душевной жизни маленького ребенка, даже в том случае, если он непосредственно не воспринимает этот объект, это явление или этого человека вот в данный момент, здесь и сейчас.
Как раз вот у Пиаже точка зрения, так сказать, на развитие во втором периоде, который он назвал репрезентативный интеллект. Это период с 1,5 примерно до 6-7 лет. Для него, так сказать, самые важные процессы, которые происходят, это как раз развитие, совершенствование, детализация, дифференциация вот этих символических систем. То есть тех систем, которые ведают вот этими внутренними представлениями у человека. И, соответственно, вот они, конечно, очень существенно развиваются, обогащаются в течение вот того дошкольного возраста, о котором я бы хотела поговорить. В общем-то, вот это развитие символических систем, оно, конечно, очень тесно переплетается с общим развитием мышления, и это дает уже возможность ребенку впоследствии переходить на те ступени развития, познавательного развития, которые уже дают возможность успешного обучения в школе. Да, и вот это как раз то, что связано с учебной деятельностью, о которой мы говорили в прошлый раз. Итак, давайте остановимся на вот этих символических системах и далее, так сказать, перейдем к тому, как этот возраст понимается или как эти, так сказать, линии развития, да, понимаются и в советской психологии. Да? То есть вот у нас будет сейчас такое сравнение такой вот швейцарской школы Жана Пиаже, ее еще называют конструктивизмом, психологическим конструктивизмом и, соответственно, вот нашей отечественной школой советского периода, школой Выготского. Значит, какие линии развития вот этих символических систем выделял Жан Пиаже? В первую очередь он, конечно, выделял развитие речи. Безусловно, это одна из ведущих, самых главных, центральных символических систем в жизни человека, поскольку действительно мы общаемся при помощи речи, мы используем речь для того, чтобы как бы помогать нашему мышлению. Да, вот речь идет о том, что выделяется в процессе развития мышления вот этот вот вербально-логический, так сказать, уровень развития мышления, то есть словесно-логическое мышление, то, которое формируется в очень раннем, так сказать, периоде, закладываются вот эти основания, и оно формируется как раз вот в постоянном этом взаимодействии развивающейся речи и развивающегося мышления ребенка. Безусловно, вот это развитие речи, оно является очень важным в, так сказать, развитии, в частности, в дошкольном возрасте. И кроме этого, вот если сразу, так сказать, обобщенно назвать те системы, о которых будет идти речь у нас с вами, да, то кроме языка и речи, это, безусловно, развитие игровой деятельности ребенка и развитие его изобразительной деятельности. Это еще две очень важные репрезентативные или символические системы, о которых говорил Жан Пиаже, и которые, безусловно, тоже дают огромный вклад в развитие познавательных возможностей человека. И, в общем-то, каждый сотрудник, да, церковный работник, он, безусловно, как-то соприкасается вот с этими сферами детского развития, если он как раз работает с детьми различных возрастов. Значит, начнем обсуждать эти вопросы как раз с речевого развития. Безусловно, здесь вот существует несколько подходов и несколько пониманий того, как вообще развивается речь у человека. И здесь, опять же, наверное, имеет смысл остановиться на некоторых таких теоретических представлениях, хотя бы очень кратко. Во-первых, мы с вами понимаем, да, что в теории, так сказать, Жана Пиаже, в швейцарской вот этой школе психологической, в общем-то, действительно развитие речи – это некоторое, так сказать, продолжение, да, или некоторое такое следствие общего мыслительного развития. Вот я только что уже сказала, да, что на ранних, так сказать, младенческих стадиях формируются какие-то, так сказать, вот такие схемы взаимодействия с окружающим миром. Эти схемы становятся нашими внутренними логическими структурами, внутренними мыслительными структурами. И, в общем-то, вот они как раз и становятся базой для развития различных символических систем. Одна из них – это как раз язык и речь. И
Здесь, конечно, такая концепция, так сказать, тесной взаимосвязи, да, мыслительного развития и развития речевого в теории Пиаже. Если рассмотреть параллельно, да, ту идею развития речи, которую предложил Лев Семенович Выгодский, глава отечественной психологической школы советского периода, то здесь у него точка зрения такая эволюционная, и у него, в общем-то, рассматривается идея того, что в животном мире мы с вами видим то, что, скажем, у приматов, да, у обезьян, у них имеется определенное, так сказать, мышление, даже у них, так сказать, имеются очень серьезные достижения в этом вопросе. И в данном случае это прежде всего так называемое наглядно-действенное мышление. То есть они, обезьянки, да, они, так сказать, могут решать те или иные задачи, проблемы без привлечения, так сказать, каких-либо речевых функций. Классика жанра, да, это действительно обезьянка, которая при помощи, допустим, палки достает банан с высокой ветки, да, она его сбивает, и таким образом это, в общем-то, некоторое такое, использование простого орудия для того, чтобы, так сказать, решить ту или иную проблему. В данном случае это добывание пищи. И при этом, в общем-то, опять же, в животном мире есть так называемые вокализации, которые служат тому, чтобы, так сказать, такими эмоциональными интонациями с точки зрения Выгодского, да, чтобы передавать некоторые самые простые сообщения, например, связанные с тем, что приближается какая-то опасность, или приближается хищник, да, или какой-то, так сказать, зов, скажем, со стороны, там, допустим, вожака стада, стаи обезьяньи, да, к членам этой стаи и так далее. И, в общем-то, здесь надо отметить то, что в настоящее время, я об этом скажу, да, ученые, изучая, так сказать, особенности этих вокализаций, они пришли к выводу, что они все-таки несут какую-то очень, так сказать, сложную, дифференцированную смысловую нагрузку. Выгодский, в общем-то, полагал, что это самые такие примитивные эмоциональные, так сказать, голосовые проявления у животных, которые действительно не имеют отношения к мышлению, не имеют прямого отношения, так сказать, к какому-то отражению, да, действительности в более или менее дифференцированном виде. Итак, по мнению Выгодского, что происходит? Да? В эволюционном плане мы имеем приматов, которые отдельно имеют вокализации, такие эмоционально насыщенные, связанные с, так сказать, помощью в выживании вида, и у них имеет место наглядно-действенное мышление. Если же перейти к человеку как биологическому виду, то мы здесь видим в каком-то определенном возрасте пересечение этих двух направлений. И если в наглядно-действенном, да, мышлении младенца, в общем-то, младенец может уже, да, в конце первого года жизни, да, в начале второго года жизни решать какие-то задачки примерно таким же образом, как это делают обезьянки, и у ребенка постепенно, так сказать, созревают условия для развития речи, то как раз где-то на втором году жизни или на третьем году жизни эти линии пересекаются. И это как раз Выгодский считал некоторым таким громадным эволюционным шагом, который привел к возникновению человека, да, с его, так сказать, сложной психической деятельностью, с его огромными возможностями именно мыслительного развития. Значит, точка зрения Выгодского такова. И я, в общем-то, хотела бы сейчас дополнить этот момент, это представление Выгодского тем, что действительно современные биологи очень активно изучают вообще все эти голосовые проявления самых разных видов животных, буквально от грызунов и далее везде, да, до приматов.
И оказывается, что их вот эти вот, казалось бы, примитивные вокализации, если расшифровать их на, так сказать, на различные тембры, на различные интонации, то оказывается, что они несут довольно дифференцированную и сложную именно познавательную нагрузку. В частности, у некоторых грызунов степных вот в их вокализациях достаточно четко обозначается, какой хищник бежит. То ли это волк, то ли это лисица, то ли это еще кто-то. То есть, соответственно, сородичи могут по этим вокализациям понять, так сказать, какого рода опасность приближается. И таким образом это, в общем-то, уже на таком достаточно простом, да, с биологической точки зрения виде, да, уже, в общем-то, вот имеют место такие дифференцировки. И, безусловно, очень дифференцированно, так сказать, изучаются, очень тщательно изучаются все вокализации высших животных. И там действительно имеются элементы языка. И эти элементы языка, они, безусловно, связаны с тем, что эти элементы языка обозначают какие-то определенные предметы, какие-то определенные явления, которые, так сказать, являются биологически значимыми и важными для данного конкретного вида. То есть в данном случае, в общем-то, Выготский вот в свое, так сказать, время, да, в первой трети XX века опирался на научное воззрение этого периода, и, соответственно, вот мы сейчас можем несколько дополнить его представление. Итак, значит, вот есть некоторые, так сказать, подходы, да, к речевому развитию, которые касаются именно вот таких вот общих представлений о развитии. Это как раз с точки зрения Пиаже и Выготского. Если брать какие-то более поздние, да, представления, то, в общем-то, в начале второй половины XX века были высказаны две точки зрения на развитие речи, в общем-то, такие противоборствующие. И обе были высказаны американскими учеными, которые пытались разгадать вот эту вот загадку. Да? Загадка в том, что ребенок, начиная осваивать речь, он делает это естественно, он делает это легко, и он проходит совершенно гигантский путь в развитии своей речи вот с самого начала, так сказать, когда он начинает вообще, так сказать, пытаться что-то сказать, да, и говорить свои первые слова, и до, так сказать, вот конца дошкольного возраста, когда ребенок уже может составлять сложные предложения, выражать сложные мысли, идеи, чувства. И, в общем-то, он уже подходит к вот тому, чтобы стать, так сказать, встать на путь освоения школьной премудрости. Значит, каковы эти точки зрения? Значит, одна из них принадлежит такому психологу, принадлежавшему к так называемому необихевиоризму. Мы с вами говорили в первом разделе нашего курса о бихевиоризме как таком важном американском направлении в развитии психологии. И вот необихевиористы, то есть психологи поведения, уже в значительной степени переосмыслившие в второй половине XX века некоторые наиболее радикальные, так сказать, и упрощающие основания классического бихевиоризма, они, значит, вот пытаются отвечать на некоторые важные вопросы. И один из таких психологов, Беррес Скиннер, он предложил такую идею, да, что вот на основании вот этих вот механизмов научения действительно можно объяснить речевое развитие ребенка, и он, в общем-то, дал достаточно развернутое описание того, как он себе это представляет. Но, безусловно, это вот эта идея, так сказать, подкрепления, идея, так сказать, вот положительного и отрицательного подкрепления, то есть ребенок, который начинает произносить какие-то свои первые слова, безусловно, вызывает очень, так сказать, серьезное такое положительное подкрепление со стороны его ближайшего окружения. Родители и, так сказать, ближайшие люди, безусловно, радуются тому, что ребенок начинает говорить, и это очень хороший такой вот стимул для ребенка. И когда ребенок продолжает осваивать какие-то, так сказать, элементы речи, да, допустим, повторять за взрослыми какие-то новые слова, то, безусловно, он получает положительное подкрепление в этом. И если он делает это неправильно, то его пытаются корректировать, и таким образом идет речевое развитие.
В общем-то, вот точка зрения, вполне согласующаяся с идеями бихевиоризма и необихевиоризма. Но против нее выступил один из американских психолингвистов, достаточно крупная фигура, насколько я, так сказать, знаю, до сих пор живущий ученый, это Ноэм Хомский, и у него точка зрения была другая. Безусловно, каждый психолингвист, каждый лингвист, он, конечно, задается вопросом того, каким же образом развивается язык. И Хомский предложил другую модель. Она опиралась на знание о том, что вот все попытки научить говорить животных, а такие попытки, так сказать, во множестве делались и делаются, они как бы заканчиваются на том, что удается вот каких-то, так сказать, особо талантливых представителей обезьяньего племени, да, там вот особенно талантливы в этом отношении карликовые шимпанзе, значит, их удается научить определенному словарю, так сказать, они могут произносить определенные слова. Зачастую, так сказать, вот как вариант у них идет обучение языку жестов. То есть на языке жестов они говорят очень неплохо. С точки зрения того, чтобы вокализировать, так сказать, и артикулировать слова, вот здесь, так сказать, большие трудности. И, в общем-то, вот по совокупности всех вот этих исследований, да, обучения обезьян различных, так сказать, видов, и звуковому языку, и языку жестам, в общем-то, все равно получился примерно один и тот же результат. Он состоит в том, что можно довести вот это речевое развитие не далее, чем до уровня примерно 2-3-летнего ребенка. То есть можно, так сказать, вот, получить в качестве результата то, что вот этот представитель животного вида может осмысленно пользоваться какими-то словами, которые, так сказать, имеют отнесенность к каким-то предметам, и составлять из них, допустим, какие-то 2-3-словные высказывания. Вот это предел, так сказать. Никакими усилиями дальше пойти не получается. И Хомский предположил, что у человека есть врожденный некоторый механизм, который он назвал, значит, механизм освоения речи, значит, или механизм приобретения речи. Да? По-английски это звучит как language acquisition device, да? То есть некоторое внутреннее устройство, которое ведает освоением языка. И это устройство генетически, так сказать, человеку задано, то есть каждый человек имеет этот своеобразный аппарат. И этот аппарат прижизненно, пока ребенок развивается, он как бы настраивается на особенности родного языка. И как только этот аппарат настроился на особенности родного языка, тут же мы видим вот такое шквальное, так сказать, по экспоненте, взрывное, так сказать, да, развитие языка ребенка. И это вот как раз связано с тем, что ребенок начинает активно говорить, ребенок начинает активно накапливать словарь, он начинает спрашивать активно взрослого, а это как называется, а это что такое и так далее. И, в общем-то, многие психологи, еще до Хомского, они действительно говорили о том, что ребенок в возрасте где-то рубежа 1-2 лет делает для себя открытие, касающееся того, что каждый предмет имеет какое-то название. Да? Каждый предмет имеет какое-то название, и таким образом, в общем-то, дается старт вот этому, так сказать, интенсивному, активному развитию языка ребенка. И вот по мнению Ноэма Хомского, значит, вот это устройство овладения языком, оно как бы имеет отнесенность и к морфологической стороне языка, то есть как бы к тому, как порождаются, как формируются слова в данном языке, и имеет отношение к синтаксическому строю языка, то есть в каком порядке и с какими изменениями слова выстраиваются в какие-то предложения и высказывания. И Хомский как раз предложил вот этой бихевиористической модели Берреса Скиннера, ну, вот такой вот вопрос на засыпку. А как можно объяснить, если идет процесс научения по принципу, в общем-то, стимул-реакции, подкрепления, да,
То есть ребенок повторяет за взрослыми и, так сказать, получает какое-то подкрепление, положительное и отрицательное, в зависимости от того, правильно или неправильно он говорит. И каким образом можно объяснить то, что вот детские психолингвисты, есть такая категория профессионалов, которые внимательно изучают детскую речь. Детские психолингвисты уже давным-давно обнаружили то, что дети имеют тенденцию к тому, чтобы порождать такие слова, вот если говорить о морфологии языка, да, такие слова, которых вообще-то в языке не существует. В частности, вот англоговорящие дети, они с удовольствием порождают правильные формы неправильных глаголов. Вот если как бы мы с вами вспомним английский язык, то там есть правильные глаголы, и там есть, так сказать, правила образования прошедшего времени и различных, так сказать, форм другого времени, да, в данном конкретном языке. И есть неправильные глаголы, которые имеют особые формы, допустим, для прошедшего времени, для какого-то там прошедшего совершенного и так далее. Да? И оказывается, англоговорящие дети имеют тенденцию все-таки вот как бы порождать вот эти слова, которых в языке не существует, но которые являются правильными, так сказать, формами для неправильных глаголов. Это такие глаголы, как, вот, скажем, do, там, be там, и так далее. Да? Значит, там делать, быть, там, да, идти, go, так сказать, тоже вот went, там, да, допустим, шли. То есть вот эти наблюдения, они не могут быть объяснены бихевиористической моделью. И если мы возьмем русский язык, да, то у нас есть совершенно замечательный, так сказать, памятник наблюдения за детской речью. Это книга Корнея Чуковского «От 2 до 5». И там мы можем как раз увидеть некоторые важнейшие, так сказать, примеры, да, очень яркие, забавные примеры. Например, когда ребенок сочиняет такое предложение: «Ой, как налужил дождь». Слова «налужил» в русском языке нет, ребенок его изобрел, потому что, так сказать, дождь породил лужи на там, каком-то, так сказать, пространстве, которое он наблюдает. Да? Или «Ой, как я намакаронился». То есть вот такого рода неологизмы, да, это действительно примеры вот такого активного, творческого, конструктивного освоения языка, который как раз иллюстрирует идею Хомского о том, что действительно у нас есть некоторое нам такое дарованное, да, генетически запрограммированное устройство овладения языком, которое вот улавливает, да, вот эти законы данного конкретного языка, который является родным для данного взрослеющего человечка. И, соответственно, вот этот человечек начинает эти законы, так сказать, пробовать, применять и так далее. Здесь, безусловно, наверное, можно сказать о том, что вот в какой-то степени эти точки зрения можно примирить. Да, каким образом? В психологии, вот мы с вами уже говорили про психологические тесты, да, в психологии есть огромное количество тестов, в частности, и для той цели, чтобы понять, каков словарный запас ребенка, насколько правильно он говорит с точки зрения синтаксиса, насколько правильно он, допустим, союзы какие-то, да, так вот, применяет. И вот в такого рода исследованиях, в общем-то, были проведены такие довольно своеобразные подсчеты, да, когда значит, подсчитывается так называемый коэффициент наследуемости для тех или иных сторон вот, освоения языка. То есть можно посчитать коэффициент наследуемости по отношению, допустим, к объему словаря ребенка. Или можно посчитать коэффициент наследуемости по отношению к уровню синтаксического развития ребенка. Да? То есть уровню синтаксического развития речи ребенка. Это делается в особых моделях, ну, например, близнецовые модели исследования, так сказать. Вот есть разные методы, которые позволяют вычислять такого рода величины, как коэффициент наследуемости. И оказалось, что для объема словаря ребенка коэффициент наследуемости, в общем-то, не очень высокий. Коэффициент наследуемости – это величина, изменяющаяся от 0 до единицы. То есть чем ближе к нулю, тем больше средовых факторов в, так сказать, развитии данного конкретного свойства психологического. Чем ближе к единице, то тем ближе, соответственно, тем больше, соответственно, генетического вклада, наследственного вклада в развитие той или иной стороны. И оказалось, что действительно вот для словарного запаса, да, для объема словаря
коэффициент наследуемости оказался относительно низким, это означает, что действительно среда, обогащенная, так сказать, вот в языковом плане, она действительно очень важна для правильного речевого развития. Если говорить о синтаксическом развитии, да, то, в общем-то, оно включает в себя и какие-то элементы морфологии, поскольку надо менять какие-то там окончания, да, там суффиксы какие-то, да, там предлоги и так далее. То есть вот это все идет в комплексе. Так вот, оказывается, что для синтаксического строя языка коэффициент наследуемости оказался достаточно высоким. То есть получается, что в плане вот чувство, ощущение конструкции языка действительно в значительной степени прав Ноэм Хомский, который говорит о том, что у нас врожденное устройство освоения языка, так сказать, получаемо нами вот просто при рождении, даже можно сказать, при зачатии, да. С другой стороны, в какой-то степени, конечно, вот эти законы научения, они, конечно, действуют, ну и в частности, они действуют в плане и в области приобретения вот этого словарного запаса, обогащения своего языка какими-то важными, так сказать, какими-то важными словами. Завершая сегодняшнее занятие, я бы хотела сказать о том, что вот эти, казалось бы, формальные теоретические представления, они могут нам во многих моментах, так сказать, помочь и подсказать какие-то объяснения. Вот дело в том, что сейчас в наше время достаточно много детей, которые рождаются в смешанных семьях. То есть для таких детей оказывается, что у них там 2 родных языка или 3 родных языка. Почему? Потому что вот, скажем, мама разговаривает с ребенком по-русски, папа разговаривает с ребенком, ну, например, там по-немецки, там бабушка разговаривает, например, по-французски. Или, допустим, это могут быть какие-то другие языки, да, языки, так сказать, вот народов России. Допустим, там мама на русском, папа на казахском, да, или там мама на русском, папа на татарском, например, и так далее. То есть вот у нас достаточно распространенная ситуация, когда растут дети билингвы, дети трилингвы и так далее. И вот оказывается, да, дети, которые растут вот таким образом, да, то есть у них несколько родных языков, они начинают говорить позже, чем дети, для которых родной язык один. И, в общем-то, модель Хомского, она очень неплохо объясняет эту ситуацию, потому что, в общем-то, действительно разные языки имеют разные свои конструктивные особенности. И вот этому устройству овладения языком, о котором говорил Хомский, очень важно настроиться на каждый из этих языков. И оказывается, что это дает дополнительную нагрузку на нашу психику, да, и, соответственно, это замедляет процесс речевого развития детей билингвов, трилингвов и так далее. И, может быть, кому-то из слушателей этого курса это наблюдение подскажет объяснение тех или иных, так сказать, явлений, да, которые вы, может быть, встречали в своей жизни. На этом сегодняшнее занятие по этой теме мы завершаем. Мы продолжим обсуждать развитие символических систем на следующих наших занятиях. А сейчас благодарю за внимание. И теперь вопрос.